Всем привет! Сегодня занимаюсь в своей зимней веранде. Обрабатывала цветы, поливала их, подкармливала, опрыскивала фитовермом повторно. Неделю назад я первый раз опрыскала, и сейчас уже второй раз от вредителей. И решила немножко снять вам, какие у меня цветы здесь в веранде. У меня уже есть новые растишки. И сегодня хочу вам показать, что у меня здесь стоит в моей зимней холодной веранде. Вот такие хризантемы. Это маточные кусты. Я уже их выкопала из грунта. Они были у меня все лето в открытом грунте. Сейчас я их уже занесла, попересаживала в ведра, в горшки. Занесла уже в дом для того, чтобы их сохранить в зиму. На огороде у меня еще их очень много, но все, к сожалению, я не могу занести в прохладное помещение, поэтому на огороде у меня останется в зиму очень много хризантем. Попробую их обрезать, присыпать землей, в общем, утеплить. Если на следующий год они переживут зиму и зайдут, то будет очень хорошо. Если нет, то вот эти маточные кусты переживут у меня зиму, я насобираю черенков и уже в следующем году опять посажу свои собранные череночки. Это хризантема Bramhill Red. Вот такая, смотрите, какой огромный куст, и почти не видно листвы. Все полностью сплошную покрывают цветы. Это один из лучших моих сортов. Рядышком стоит Бранкин Санни, тоже огромнейший куст, но он уже, к сожалению, немножко подсыхает. Уже пришло время. Есть некоторые цветочки еще молоденькие, но в основном уже подсыхает. И как только посохнут цветы, подсохнут стебли, я сразу же обрезаю всю эту массу примерно на 5 сантиметров от корня и выношу в холодное помещение. Ряд стоит у меня Braunfontaine White, тоже огромный куст, огромная шапка, но уже, к сожалению, тоже он отходит. Это средний сорт хризантемы. Рядом розовенькая Daniel Purple, это тоже такая же белая. Маточных кустов я оставила по 3. Ну, на всякий случай, вдруг какой куст не переживет, чтобы у меня был запас. Вот такие небольшие кустики, но очень еще хорошие. Здесь и зеленая листва, здесь даже еще можно снять череночки с вот таких растений. Стоят в горшочке. Вот они, по несколько штук я их поставляла. Это Brown Beach Orange. Рядышком у меня стоит плющелистная пеларгония, которую мы с вами обрезали. Вот уже распустился такой цветочек. Очень красивый цвет. Очень красивая пеларгония. Конечно же, я ее весной ищу на черенку, чтобы у меня было ее больше. Это антуриум. Это цветок, я не знаю, восхитительный цветок. Еще его называют в народе восковой цветок. Посмотрите, вот какие листья, как будто искусственный. Но на самом деле это живой цветок. Живой и очень красивый цветок. Вот смотрите, как будто сделано из воска. Но на самом деле это очень красивый цветок. Вот так, столько у меня хризантем. Здесь у меня стоит гортензия. Она все лето росла в грунте, но что-то она, как-то она болела. Вот не знаю почему, что-то ей не хватало, по-видимому. Я не знаю название этой гортензии. Цветет она розовым. Возможно, это крупнолистная гортензия, не знаю. Но я ее осенью выкопала, пересадила в горшок, и зимой она у меня будет храниться в прохладном помещении, не в подвале.
Почему не в подвале? Потому что у меня подвал очень сырой. Я в подвале не храню ни один цветок. Они у меня стоят, все цветы, которые на хранение в зиму, стоят в летней кухне. Там температура не опускается ниже нуля. 1, 2, 3 градуса, ну смотря от погоды. Вот такая температура. Там я храню все свои цветы. Сухая зимняя кухня. Начинает заполняться стеллаж с подсветкой. На стеллаже стоят вот такие цветы у меня. Это королевская пеларгония. Я ее обрезала. И уже она начинает распускать новые молоденькие листочки. К весне эти листочки будут крупные, и она зацветет. Я все свои пеларгонии обрезаю осенью. Это плющелистная пеларгония. Здесь 3 росточка. Тоже я ее обрезала. Рождественник. Еще совсем маленький. Стоит перчик декоративный. Здесь у меня уже посажена цинерария. Вот ей 1,5 месяца. Я уже ее пересадила в вот такие стаканчики. Но заполняла стаканчики не полностью, потому что это промежуточная пересадка. Будет еще одна пересадочка уже в емкости примерно 800 литров. Поливаю я свою цинерарию в поддон. Вот у меня водичка. Грунт набрал влагу, и поэтому вот эту лишнюю водичку нужно будет слить. Она не нужна. Цинерария не любит сильного перелива. Стоит у меня здесь, укореняется клематис. Укореняется жасмин и укореняется форзиция. Вот уже начало сезона положено. Клематис, сейчас вам покажу, какой у меня клематис. Почему я его решила размножить. Этот клематис растет дома. На даче у меня клематиса нет, поэтому я решила взять с него отростки и вырастить свой клематис и посадить его уже на даче. В прошлом году я купила этот клематис весной у бабушки на рынке. Вот так он хорошо разросся у меня. Но я не знаю, как за ним ухаживать. Нужно ли его снимать, прикапывать, обрезать и прикапывать на зиму, укрывать, чтобы он не замерз. Или это клематис, который распускается на плетях прошлого года. В общем, буду наблюдать. В этот сезон ничего с ним делать не буду. Буду наблюдать, какой он по сорту. Укрывной или зимостойкий, не укрывной. Цвел огромными цветами сиреневого цвета. На окнах у меня стоят пеларгонии, которые обрезала вместе с вами. И вот сейчас уже видно, мгновенно они идут в рост. Появляются новые отросточки. К весне это уже будут полноценные кусты, которые дадут цвет. Вот так у меня выглядит моя верандочка зимняя. Это еще только начало сезона. В прошлом году она у меня была заставлена вся, негде было пройти. Сегодня я обработала повторно фитовермом. Перед тем, как занести в дом, я обрабатывала, это было чуть больше недели назад, может быть дней 8-9 назад, обрабатывала фитовермом. И сегодня я тоже обработала фитовермом все растения, потому что очень много мошки из хризантем. Обработала и хризантемы, и все свои цветы от вредителей. Вот так у меня началось открытие нового сезона 2022. Сейчас на веранде у меня температура, примерно 17 градусов. 17 с чем-то, в общем, 17 градусов. При такой температуре я проращиваю, укореняю свои растения. Для цинерарии это очень хорошая температура. Она не любит очень горячего помещения. Поэтому вот такая температура для нее, того, чтобы она хорошо росла, самое то, что надо. Вот так у меня начался сезон 2022. Кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.